Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Если еще нет, то подписывайтесь, здесь будет интересно. Мы здесь обсуждаем важнейшие сюжеты современного мира. И это ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Здесь мы говорим о том, что происходит в мире без пропаганды и конспирологии, которыми напичкано телевидение и интернет. Рассказываем вам правду о том, как люди во всем мире борются за свободу и против диктаторов и популистов. И огромное всем спасибо за интерес к нашему предыдущему выпуску «Обнимашек с диктаторами» про политический кризис в Беларуси. Мы вас очень любим, дорогие белорусы, очень вам симпатизируем в борьбе с обезумевшим диктатором Лукашенко, который пересидел уже все возможные сроки у власти, и ему пора уходить. Вот те, кто не видел наш прошлый выпуск, обязательно пересмотрите его, но, как я и обещал, мы обязательно будем возвращаться к теме Беларуси, потому что у них 9 августа президентские выборы, и мы ждем, что в ближайшее время там, конечно, ситуация будет только накаляться, поэтому подписывайтесь еще раз на мой канал, и мы много раз вернемся к белорусской теме, и, конечно же, дорогие наши белорусские друзья, не оставим то, что у вас происходит, без внимания. Но вот сегодня мы хотели поговорить о другой, на самом деле близкой стране, которая является соседом Беларуси. Вот наши зрители очень часто пишут: Милов, ты все время ругаешься на всех, ругаешься на диктаторов, ругаешься на популистов. А давай как-то сделаем что-нибудь на позитиве, поговорим о чем-нибудь хорошем. О странах, у которых есть чему поучиться, где последние годы мы наблюдали серьезные прогрессы, которые во многом могут служить примером для России. Конечно же, такие страны есть. Вот сегодня у нас будет во многом позитивный выпуск, и выпуск этот посвящен Польше. Польша очень сильно вдохновляла нас в 80-е годы, когда вся Восточная Европа, весь бывший коммунистический блок вот так вместе разом поднялся против тоталитарной диктатуры, и многие бывшие коммунистические страны и советские республики стали свободными. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Польша была лидером этого движения против тоталитарной коммунистической диктатуры. И на самом деле за прошедшие 30 лет она добилась просто невероятных успехов. Вот мы сейчас об этом с вами подробнее поговорим. Но я думаю, мы к Польше возвращались все наши предыдущие выпуски, потому что Польша тоже не избежала своего вируса популизма. Там вот 5 лет у власти находится партия «Право и справедливость» во главе с ее неформальным, на самом деле, лидером Ярославом Качинским, который не возглавляет всю эту структуру, но тем не менее он является главным харизматичным лидером и вдохновителем вот этой польской волны популизма. Но здесь есть одно «но», даже несколько очень важных «но», что, во-первых, Польша настолько сильная демократия и развитая современная страна, что там, знаете, даже популисты не такие гадкие, как во многих других странах мира. И мы сейчас поговорим о Качинском и о том, что делает его партия и его правительство, но надо сказать, что это вот не совсем такой классический популизм, который пытается вырвать многие страны из демократического миропорядка и построить там персоналистскую диктатуру. Многое из того, что делают Качинский и их правительство, в принципе, это достаточно правильные и нужные вещи. То есть там ситуация не совсем однозначная, она довольно сложная. Вот мы сейчас об этом вам расскажем. Ну и еще одно очень важное «но». Польша не дает превратить себя в какую-нибудь провинциальную Венгрию, где популист Виктор Орбан вот уже 10 лет как у власти и фактически демонтировал там демократические институты и установил классическую персоналистскую автократию. Польша не дает сделать это Качинским. Несмотря на то, что там есть большие проблемы, Польша борется за свою свободу, за свои демократические институты и борется довольно успешно. Вот непосредственным поводом к нашей передаче стали выборы, президентские выборы, которые как раз должны пройти там скоро, 28 июня, где есть очень серьезный шанс, что ставленник партии Качинского, действующий президент Анджей Дуда, потеряет свой пост и проиграет на этих выборах оппозиции, и таким образом Польшу могут ждать серьезные политические перемены. И вот мы сейчас обо всем этом поговорим, но давайте по порядку.
Вы знаете, я вообще не буду скрывать от вас, что я здесь не объективен. Я очень люблю Польшу, часто там бываю и, в общем, там посещаю страну там много лет. Я первый раз там побывал в 90-е годы, когда еще был чиновником в российской власти, и сам вот за эти годы наблюдал их трансформацию, как страна менялась все эти годы к лучшему. И, конечно же, помню 80-е, потому что, знаете, что я вам хочу сказать? Что вот все те гадости, которые вы слышите из нашего пропагандистского зомбоящика сегодня про Украину, это же наши пропагандоны, они не придумали сами, у них просто не хватит для этого мозгов. Они взяли это все из старых советских методичек. Это все ровно то же самое, что в 80-е мы слышали про Польшу. Куда они типа пытаются сбежать от своего большого брата, чего им у нас не сидится, мы же их кормим, поем, вырастили, воспитали и так далее, а они вот гады смотрят на Запад, там, бандеровцы, фашисты и все такое, там какие-то другие слова использовались, но вот то, что вы сейчас слышите про Украину, это абсолютная калька с советской пропагандой, потому что дело в том, что все 80-е и еще раньше Польша просто бурлила, она реально встала на дыбы и очень четко дала понять, что она не хочет больше терпеть коммунистический режим, хочет свободы. И вы все знаете эту историю про движение «Солидарность», про Леха Валенсу, и про то, что Польша стала, в общем, первой вот в этой череде бархатных революций 1989 года, о которых мы говорили еще в нашей самой первой пилотной передаче. Она еще тогда не называлась «Обнимашки с диктаторами». Но вот этот 1989 год сыграл, в принципе, ключевую роль в том, по какому пути дальше стал развиваться мир. И, безусловно, полякам здесь принадлежала лидирующая роль. Они всегда были в авангарде этой борьбы против тоталитарной коммунистической системы. И позже они реально доказали, что это все было абсолютно не зря. Надо сказать, что борьба была очень тяжелой. Там были огромные колоссальные репрессии, там были политические убийства в Польше. Но, тем не менее, они справились с этим, упорно боролись до конца. И в итоге построили такую страну, как они хотели. Ну, конечно, многие поляки скажут, что они, тем не менее, все равно там недовольны кучей вещей, да. Но давайте вот на эту потрясающую трансформацию посмотрим, как Польша изменилась после того, как сбросила с себя коммунистические оковы. Вот очень просто это сделать традиционным нашим способом. Как я говорю всегда в нашей рубрике «Лучше 1000 слов», вот давайте просто начнем с того, что мы посмотрим, как менялся размер экономики, например, наших стран, Польши в сравнении с Россией, начиная с 1990 года. И вот в 90-м году, сразу после того, как Польша освободилась от коммунистического ига, ее экономика была примерно в 8 раз меньше российской по размеру. Первое, что вы на этом графике сейчас увидите, это то, что сейчас они сократили отставание от России до меньше, чем 3 раз. ВВП Польши всего лишь там, менее чем в 3 раза отстает от российского. Польша стучится в двери большой двадцатки, то есть это клуб 20 крупнейших экономик мира, а Польша на 21 месте. Ну, на самом деле, они делят его с Тайванем, но это 21-я крупнейшая экономика мира, которая, в принципе, имеет шанс вот чуть-чуть еще рывочек, и она войдет в эту большую двадцатку. То есть вот из отсталой коммунистической периферии, из вот этого там части бывшего советского колхоза, в который Советский Союз пытался превратить всю Восточную Европу, Польша стала одной из практически 20 крупнейших экономик мира. Это абсолютно невероятно успешная трансформация. Вы, кстати, видели на графике, да, вот что характеризует экономическую динамику России. Это вот эти все там, ну, говорят, американские горки. Наверное, правильно вот именно этот экономический феномен характеризовать как русские горки, да, нас все время адски колбасит. У нас все ходит туда-сюда. У нас бывают какие-то периоды роста, которые наша негодная гиперцентрализованная диктатура обязательно все время превращает в спад. Вот еще раз посмотрите на этот график. У Польши такого не было. Они всегда, все эти 30 лет, они поступательно двигались вперед и наращивали свою экономическую мощь. Вот сейчас вы увидите, мы сделали, продолжаем нашу рубрику «Лучше 1000 слов». Мы сделали сравнение Польши и России в, наверное, вот, на мой взгляд, в важнейших международных рейтингах, которые не просто дают там какое-то сравнение по ВВП, а показывают степень продвинутости их стран, их экономик и социальных институтов. Вот вы видите сейчас эти цифры на экране. Мы сделали сравнение из рейтинга всемирной конкурентоспособности, Всемирного экономического форума, из рейтинга экономической сложности, который ведет Массачусетский институт технологий, и индекс человеческого развития Организации Объединенных Наций. Вы видите, что Польша везде, причем часто заметно опережает Россию.
Особенно, конечно, мне, как гражданину России, просто дико обидно за наши позиции вот в индексе человеческого развития ООН. Это индекс, который учитывает широкую совокупность факторов, которые определяют качество жизни людей. Медицина, образование, социальное неравенство и много что еще. Вы можете просто нагуглить это и посмотреть, что туда входит. Так вот, Россия находится на позорнейшем 49-м месте в индексе человеческого развития ООН, при том, что Польша на 32-м. Опережает нас на много позиций, почти на 20 позиций на самом деле. Вот мы все время говорим о том, что нам надо повышать качество человеческого капитала. Ну вот вы видели, где находится наш человеческий капитал. И какой невероятный успешный рывок в этом плане совершила за последние 30 лет Польша. Обнимашки с диктаторами. Еще один очень важный момент. Польша не просто добилась независимости от вот этого коммунистического концлагеря, но она в 90-е годы стала флагманом движения за евроинтеграцию восточноевропейских стран, освободившихся от коммунизма. Польша была одна из лидеров движения по присоединению новых восточноевропейских свободных государств к Европейскому Союзу, и она очень-очень сильно выиграла от евроинтеграции. Кстати говоря, вот пример находящаяся у власти партия Качинского, они традиционно евроскептики. Но на самом деле они такие, как говорят, мягкие евроскептики. Там в повестке дня Польши вообще выход из Евросоюза не стоит вот просто совсем. Вот можете посмотреть на соцопросы, эта тема не актуальна. В Польше, к счастью, это не Великобритания. Да? Но, тем не менее, вот здесь очень важно проговорить, насколько Польша серьезно выиграла от интеграции в Евросоюз. Мне, к сожалению, на просторах этих ваших интернетов часто вот в прошедшие годы приходилось рубиться с какими-то чувачками, которые говорят, вот там при коммунизме, значит, там работали заводы, а сейчас все поляки уехали работать официантами в ЕС, и ЕС только ограбил страну. Ребят, значит, это все такая чушь. Евроинтеграция принесла Польше невероятное преимущество и бенефиты. Вот, например, вот вы можете увидеть сейчас пару графиков. Это объемы помощи Польши из стран так называемой Cohesion Funds, фонды солидарности Европейского Союза. Более 80 миллиардов евро на агросектор, инфраструктуру и прочее Польша получила только вот за период действия программы с 2014 по 2020 годы, за минувшие 7 лет. Польша является крупнейшим реципиентом европомощи из всех остальных стран. И мы видим по динамике польской экономики, что это вот не проедается непонятно во что, как в той же Орбановской Венгрии, да? Но это реально идет на пользу. Это создает рост, это создает увеличение доходов, рабочие места и так далее. И, кстати, здесь исключительно важную роль играют иностранные инвестиции. Котятушки мои, когда мы будем строить с вами прекрасную Россию будущего, нам обязательно понадобятся прямые иностранные инвестиции. Так вот, Польша находится на 25-м месте в мире по объему накопленных иностранных инвестиций. Она открыла свои двери для международного капитала. И это очень сильно помогло вот тому экономическому росту и развитию, о котором мы с вами говорили. Да? Ну и здесь очень важен такой один момент, который будет близок и понятен каждому россиянину. Вы видите, да? Польша большая экономика, догоняет Россию. Там, может, не скоро догонит, но она уже близко. Да? И там, вы удивитесь, там такая высокая конкуренция, что там нет миллиардеров. Там нет нескольких десятков чувачков, которые захватили все национальное богатство, создали свои монополии и никого больше не пускают. Вот просто давайте посмотрим, сколько у Польши миллиардеров в списке. Вот есть список Форбса богатейших людей мира. Вы увидите, что первый поляк, самый первый поляк в списке мировых миллиардеров находится на 494 месте, а всего их там 6 человек. При том, что экономика сопоставимая с Россией. Теперь внимание, Россия. 8 человек в первой сотне самых богатых людей мира. 27 человек в списке 500 самых богатых людей мира. И всего у нас 100 миллиардеров. В Польше 6. И их даже еле-еле один попал в первые топ-500. То есть в Польше нет. Это очень-очень важный момент. Посмотрите, они построили такую высококонкурентную экономику, которая не создает системы концентрации богатства в руках вот нескольких десятков чувачков, которые рулят всей страной. И в итоге просто эксплуатируют ее в хвост и в гриву, как хотят, и им сходит с рук все. Например, вот крупнейшая катастрофа в истории Арктики, вы знаете про адский разлив дизельного топлива на комбинате Потанина в Норильске, да? В Польше нет таких монополий.
это очень высококонкурентная экономика, что, например, еще вещь, которая будет понятна очень многим россиянам. Я думаю, что нас смотрят наши друзья и мои френды из любимой всеми нами Калининградской области. Мы все знаем, как вы ездите туда за едой и лекарствами. Потому что они там а. лучше, б. дешевле. Вот что конкуренция животворящая делает. Вот это очень высококонкурентная структура польской экономики без такой адской концентрации богатства, как в России, она способствует тому, что больше разнообразия товаров и ниже цены. Вот такая не только большая экономика, но еще и очень эффективная экономика. Экономика для людей, экономика для потребителей. Калининградцы об этом хорошо знают. Обнимашки с диктаторами. Или вот еще такая новость мне попалась. Вы знаете, да, что все мы сейчас испытываем огромные трудности из-за пандемии коронавируса и связанных с этим карантинов. Экономике очень плохо, бизнесы закрываются, люди теряют работу. Так вот, еще один фактор, который показывает, насколько эффективную экономику построили за последние 30 лет поляки. 62%, 2/3 малого бизнеса адаптировались спокойно к переходу на онлайн-работу в Польше. Настолько эффективная там вот эта вот деловая инфраструктура, она в состоянии быстро адаптироваться к любым подобным кризисам. И вот выйти в интернет и, собственно говоря, продолжать работать, при том, что в России, к сожалению, это не вина, а беда, да, и мы, конечно, видим свою миссию в том, что нашим малым предпринимателям помогать, но мы видим, что государство ничего не делает для повышения эффективности и адаптивности наших предприятий к современным условиям. И вот они оказались во многом как беспомощные котята в этот кризис. Многие просто на коленке начали пытаться налаживать онлайн-продажи, доставку и так далее. Посмотрите, как эффективно все это работает в Польше. Да? То есть вот люди занимались 30 лет делом и создали прекрасную страну, которая может быть для всех нас примером. Но еще такой очень важный момент. Не экономикой единой и не человеческим капиталом единым Польша превратилась в исключительно влиятельного игрока на европейской арене и международной арене. Причем, еще раз, ее влияние, оно связано не с ракетами, не с угрозами, не с нападениями на кого-то. Это вот то, что называется классический soft power, мягкая сила. Польшу любят и уважают за то, что они смогли построить успешную страну. И признание этого вылилось, например, в том, что в последнее время поляки, польские политики стали занимать самые крупные авторитетные посты, например, в европейских структурах. Вот некоторое время назад президентом Европарламента был известный польский политик и бывший премьер Ежи Бузек. После этого Европейский совет, это как бы высший орган управления Европейского Союза, где собираются все лидеры европейских стран. Вот все там раньше 28 человек, сейчас без Британии 27, но они коллективно вот решают между собой вопросы. И у этого Евросовета есть президент. Эту роль 5 лет с 14 по 19 годы исполнял, на мой взгляд, главное действующее лицо польской политики на сегодняшний день. Это бывший премьер Дональд Туск, которому я очень сильно симпатизирую, мы сейчас о нем поговорим. И он фактически был главным европейцем в течение 5 лет, и его деятельность оценивают исключительно успешно в Европе. Все это способствовало огромному международному престижу Польши. То есть дело не только в экономике, дело не только в социальной сфере. Дело в том, что когда вы строите у себя успешную страну, вас все начинают любить и уважать, и вы начинаете таким образом приобретать все больший вес в международной политике. Еще раз, не потому что вы кому-то угрожаете ракетами, а потому что вы сделали что-то хорошее, и вас за это любят. И вот это очень важная позитивная модель, на которую следует ориентироваться России. Ну и вот, конечно, возникает вопрос, а что тогда, если все так классно, а откуда там вдруг к власти пришли популисты, антиглобалисты, евроскептики, если вот все так хорошо, как Милов рассказывает? Ну, смотрите, на самом деле это, как мы говорили уже здесь не раз с вами, популисты, их появление в политике и в том числе приход к власти в некоторых странах, это глобальный тренд, это не какое-то уникальное явление. То есть мы обсуждали здесь с вами глобализацию как феномен, что она сыграла огромную роль в победе над бедностью, что она дала огромные возможности миллиардам людей в мире, которых этих возможностей раньше не было. Да? Но, с другой стороны, она бросает очень серьезный вызов такому консервативному, традиционному жизненному укладу. Грубо говоря, ваша жизнь становится лучше, вы становитесь конкурентоспособнее, зарабатываете больше, но вам приходится больше вертеться,
и сталкиваются с огромным количеством новых вызовов. Да? Меняется социальный уклад, так как он никогда не трансформировался раньше. Очень серьезно увеличиваются миграционные потоки. Вы вокруг себя видите огромное количество людей там, других рас, национальностей, которых вы никогда не видели. В том числе, например, они вот, занимают определенные рабочие места, и вам кажется, вот они у нас там все отняли и так далее. Да? Современное общество очень быстро меняется и становится более открытым, более толерантным. Это, конечно, бросает вызов традиционному консервативному укладу, такому классическому, крестьянскому. Вот в Польше эти противоречия, они, конечно же, очень сильны. Это, надо сказать, что большая часть населения этой страны, это люди с таким консервативным укладом жизни, провинция, сельские районы и так далее. В Польше очень высока роль религии в политике. Кстати, вот католическая церковь сыграла огромную роль в борьбе против коммунистической диктатуры, но она очень сильно сопротивляется вот приходу вот этого современного, открытого, либерального жизненного уклада в польское общество и так далее. И вот в какой-то момент вот все эти противоречия, они стрельнули там, ну, примерно так же, как во всех других местах. Нашлось много людей консервативных взглядов, которые как бы сказали, слушайте, это ваша как-то глобализация, что-то она идет слишком быстро. Я от нее лично вот тут у себя там в деревне ничего не выигрываю, да, у меня отбирают рабочие места, тут появились, значит, какие-то геи, там какие-то аборты, а я вот тут хожу на крестный ход и соблюдаю все посты, и мне это все не нравится. Ну, вы знаете, как это все происходит, и вы знаете вот этот конфликт между современным либеральным общественным укладом и традиционным консервативным. Да? Но вот в Польше, на самом деле, эти все противоречия, несмотря на то, что они не привели к каким-то экономическим проблемам, к кризисам, они не способствуют тому, что Польша там хочет выйти из Евросоюза, нет, не хочет. Да? Но свои проблемы, конечно, возникли. Там при таком высоком уровне консерватизма определенной части населения должна была появиться такая политическая сила, которая их представляет и вот как бы сопротивляется глобализации. Ну, эта сила появилась вот в лице партии братьев-близнецов Качинских, которые на короткий период приходили к власти в середине нулевых годов и вот уже полностью захватили власть в 2015-м. И правительство, и президент представляют эту партию. Это партия Качинских. Вот давайте мы о них немножко подробнее поговорим, кто они такие, куда они Польшу ведут и с чем и как их правильно готовить. Кто такие братья Качинские? Лех и Ярослав Качинские – это были такие очень известные персонажи. Они снимались много лет назад еще в коммунистической Польше в таком детском фильме, как ребята, братья-близнецы. Да? Там мы сейчас не будем в это углубляться. Ну, то есть они были известны давно, вот именно в своем этом актерском качестве. Но потом, как и многие поляки, естественно, они включились в политику, и они были вот в этой пресловутой солидарности. И сейчас очень интересно в польской политике наблюдать, как они все там вот были в солидарности, да? Все такие опытные польские политики в возрасте, но потом, конечно же, выяснилось, что солидарность была такой ультраширокой коалицией, где были совершенно разные фракции, и либеральные фракции, и центристские фракции, и вот такие достаточно консервативные фракции политиков, которые объединили вокруг себя братья Качинские. Вот они как раз вышли с несколькими идеями. Во-первых, они начали педалировать вот эти социальные противоречия. Они отстаивали ультраконсервативные социальные идеи, вот борьбу с ЛГБТ, борьбу с абортами, там, религиозность, вот это все, мы сейчас об этом поговорим. Во-вторых, они говорили о том, что Польша слишком быстро движется по пути евроинтеграции и глобализации. Не то, что они как бы не призывают выходить из Евросоюза, но они такие федералисты, то есть они говорят, что Евросоюз должен иметь как бы ряд своих полномочий, да. Но, с другой стороны, все-таки мы в Польше должны принимать больше решений самостоятельно, и Брюссель нам не должен там ничего диктовать. Да? Ну, это легитимная постановка вопроса. Дискуссии на тему европейского федерализма, они будут продолжаться еще долго, пока, собственно, существует Евросоюз. Но вот когда партия Качинских «Право и справедливость» появилась на польской политической сцене, и в 2005 году они впервые пришли к власти, тогда один из братьев-близнецов, Лех Качинский, был избран президентом, а сама партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы, и брат Ярослав Качинский стал премьер-министром. Вот у них был такой непродолжительный относительно период, когда они полностью контролировали власть в Польше. Очень многие комментаторы просто сразу отметили, что эта партия чрезмерно раздувает противоречия в польской политике. Вместо вот идеи солидарности, межпартийного сотрудничества, она открыто ведет такую, по сути, как вот мы про Америку говорим,
холодную гражданскую войну. То есть все оппоненты это предатели, их всех, значит, надо посадить. Партия Качинского очень сильно любит раздувать всякие конспирологические теории. Особенно это усилилось, когда один из братьев Качинских, Лех, который был президентом, он погиб. Вы знаете эту историю в пресловутой трагической авиакатастрофе под Смоленском, где кроме него погибло еще очень много людей из высшего польского руководства. Они ехали почтить память польских офицеров, расстрелянных в Катыни, и вот их самолет разбился на посадке. Вот после этого партия Качинского начала раздувать такую адскую конспирологическую теорию, что якобы президента Качинского убила специально Россия. Это была вот такая вот спецоперация, потому что он всегда по отношению к России, Путину, занимал такую очень жесткую позицию. Ну, ребят, я просто сразу, чтобы остановиться на этом моменте, я хочу сказать, что для того, чтобы понять, что случилось в Смоленске с этой авиакатастрофой, достаточно просто прослушать пленку переговоров пилотов этого самолета с диспетчером, российским диспетчером аэропорта в Смоленске, где российский диспетчер очень четко, как говорил Джордж Буш старший, read my lips, читайте по губам. Он произносит очень четкую фразу: у нас нет условий для приема вашего самолета, улетайте. Это сказано прям несколько раз открыто. Несмотря на это, пилот принял решение садиться на абсолютно не готовом аэродроме. То есть это военный аэродром, который вообще не приспособлен. Там нет оборудования для нормального приема гражданских самолетов. Плюс там, как у нас часто бывает, поскольку это небольшой аэропорт, там не соблюдаются нормы по наличию деревьев в зоне выхода на посадку. Они задели дерево и перевернулись. Да? Ну, то есть, я не знаю, это очень сложно. Это надо быть каким-то совсем таким большим конспирологом, чтобы эту катастрофу пытаться интерпретировать вот таким образом. Понятно, что есть Путин, понятно, что никто не доверяет российским силовым структурам, понятно, что отношения с Качинским были плохие. Да? Ну, на мой взгляд, это довольно очевидный кейс. Вот, кстати, я знаком с одним из лидеров партии Качинского, который был, на мой взгляд, может быть, самым яростным сторонником этой конспирологической теории, что это все подстроила Россия. Это вот бывший министр обороны Антоний Мацаревич. Мы с ним встречались и выступали вот даже на одной панели той самой конференции по безопасности в канадском Галифаксе, о котором мы вам здесь рассказывали. Кстати, тогда тоже вот не преминул упомянуть про все эти свои конспирологические теории про самолет. Ну, то есть, на мой взгляд, понимаете, вот обсудить тему глобализации, и там не отодвигает ли она на периферию людей, которые там теряют доходы или рабочие места, или не получают от нее преимуществ, это легитимный вопрос. Обсудить, там, не слишком ли быстро происходит евроинтеграция, не слишком ли много полномочий получил Брюссель, это легитимный вопрос. Да? Обсудить, как вот нам все-таки уважать религиозное чувство социально-консервативных людей, ну, это легитимный вопрос, можно это обсудить, да. Но партия Качинского, как классические популисты, они сразу стали строить свою линию поведения на том, что доводить эти противоречия до предела, до реально очень жесткого политического противостояния. И, к сожалению, это, при всем том хорошем, что я говорил о Польше, окрасило в последние вот 10-15 лет польскую политику в такие достаточно темные цвета. На самом деле, одна из особенностей всей этой ситуации в том, что вот Качинский начал раздувать эти противоречия в польском обществе на фоне довольно благоприятной обстановки. И я вот хочу просто напомнить, что из себя представлял период недавней польской истории, в общем, до того, как Качинские пришли к власти, которые там изображают чуть ли не исчадием вот этого глобалистского ада, торжеством, значит, всей этой коррумпированной глобализованной бюрократии. Но на самом деле это вот период, когда польское правительство в течение 8 лет возглавляла партия «Гражданская платформа», и ее лидер Дональд Туск, ну, кроме там последнего года, когда в 2014 году Туск уехал на повышение в Брюссель, и пост премьера заняла Ева Копач, его соратница по партии. На мой взгляд, вот я, честно говоря, никогда не понимал, я знаю, что очень многие консервативно настроенные поляки чувствуют себя немножко на обочине глобализации, переживают вот этой всей быстроты изменений, но мне кажется, друзья мои, я очень близко наблюдал вашу страну, много туда ездил, что вот период правления Дональда Туска был исключительно успешным периодом в истории Польши. Ну, например, на этот период пришелся глобальный финансовый кризис, 2008 год. Вспомните, что у нас было. ВВП рухнул на 8% в 2009. Мы все заметно обеднели, и вот после того кризиса так и не можем никуда выбраться. Наш ВВП за 12 лет с тех пор не вырос. То есть Россия после того кризисного удара так и не может вернуться к росту.
А Польша, несмотря ни на что, все эти годы, в момент и после кризиса 2008 года, ее экономика продолжала расти. Она не сваливалась в рецессию, в отличие, например, от еврозоны. Вот вы видите на этом графике, что в еврозоне был экономический спад вот в годы кризиса и после, а в Польше его не было. И это вот один из факторов, который говорит о том, что очень трудно ругать за что-то правительство Дональда Туска, потому что они исключительно успешно прошли этот период, Польшу ставили в пример другим европейским странам, как можно успешно справляться с кризисом. И вообще, вот то, что я говорил о конкурентоспособности, международном престиже и европейском влиянии Польши, на мой взгляд, как раз именно во время правления Дональда Туска Польша в этом смысле совершила огромный рывок. Но случилось вот что, да, то есть там просто получилось некое стечение обстоятельств, которое сыграло роковую роль для партии Туска «Гражданская платформа». Во-первых, он как бы сам уехал в Брюссель, но при этом не оставил вместо себя достаточно сильных и харизматичных лидеров, которые могли бы выигрывать выборы. Я, честно вам скажу, я еще раз много общался с руководством польской гражданской платформы, и это, конечно, огромный контраст, потому что сам Туск – это такой очень классный и харизматичный мужик, да, один из, на мой взгляд, самых ярких звезд европейской политики на сегодня. Сейчас он возглавляет, кстати, Европейскую народную партию, эту крупнейшую правоцентристскую партийную коалицию Европы. Но вот после того, как Туск уехал в Брюссель, харизма скончалась. То есть там пока что вот сейчас появились в этом смысле хорошие новости, но в целом эта партия «Гражданская платформа», у нее был огромный дефицит харизматичных лидеров, это первое. Второе, по ним очень-очень сильно ударил скандал с прослушками 2015 года, как раз перед выборами. Там выяснилось, ну так если коротко рассказывать, какие-то официанты в кафе, куда ходила вот эта вся польская политическая элита, там долго записывали разных политиков и потом вывалили записи. Но как бы там не было ничего такого, да. Но с другой стороны, надо сказать, что многие руководители как раз гражданской платформы и правительства довольно пренебрежительно отзывались о рядовых поляках. И это на самом деле очень плохо. Я категорически не приветствую и осуждаю. В частности, вот, ну, наверное, самым таким высокопоставленным человеком, которому пришлось уйти в отставку, был Радослав Сикорский, бывший министр обороны и иностранных дел и в правительстве Туска, и потом маршал, председатель Сейма, да, который был вынужден уйти со всех постов после вот этого скандала. То есть, как бы там сажать никого было не за что. Но прямо перед выборами и осадок у избирателей остался очень неприятный. Это, кстати, знаете, вот напоминает для популистов такие вещи всегда невероятный подарок. Это напоминает ситуацию в Венгрии, когда в 2006 году бывший премьер социал-демократ Ференц Дюрчень наговорил на закрытом съезде партии очень много всяких таких фривольных вещей. Вот можете, если хотите, в Википедии почитать про этот скандал. Эту кто-то запись сделал, опубликовал, и по социал-демократам, правившим тогда, и по Дюрченю был нанесен невероятный политический удар. После этого к власти пришел Виктор Орбан, который ее уже не отдал. Да? И вот здесь в Польше был тоже такой момент, то есть был шанс у гражданской платформы, но вот Качинским удалось за счет педалирования вот этих всех противоречий в обществе, за счет прослушочного скандала и за счет отсутствия харизматиков, правившей тогда Польши партии, прийти в 2015 к власти. Сначала довольно неожиданно и с не очень большим преимуществом президентские выборы выиграл вот Анджей Дуда, который является абсолютной марионеткой Качинского. Потом в октябре 2015 партия Качинского получила власть на парламентских выборах. И вот тут-то все и началось. В чем проблема с властью партии Качинских? Ну, как говорится, все популисты делают это. Вот как только приходит к власти популист, который я объяснял, что это такое в предыдущих передачах, но стоит повторить. Что такое популист? Популист – это человек, который хочет демонтировать сложную систему баланса сдержек и противовесов в обществе. То есть вы должны помнить такую вещь, что современное развитое демократическое общество, оно обязательно должно быть сложно устроено. Там должно быть много-много всего, что себя уравновешивает и позволяет находить лучший баланс решений, чтобы двигаться по пути прогресса, чтобы не дать никому узурпировать власть в своих интересах. То есть мы все это знаем. Да? Это сильный парламентаризм, сильное местное самоуправление в крупных странах с
различными регионами, это федералистская система, которая балансирует их интересы, независимые судебные системы, независимая пресса и много еще чего. Да. Но как только к власти приходят популисты, они говорят что? Что есть только вот я и народ, да, ein Volk, ein Führer и так далее. Все эти институты мне мешают. Это все нечто, что просто не позволяет мне реализовывать повестку, о которой я сам напрямую договорился с народом. Ну а как бы, что там в своем сердце чувствует народ, это как бы, вы знаете, вот популисты любят это интерпретировать, что они это знают, да. Но в нормальном развитом современном обществе есть куча разных институтов, которые вот замеряют там с разных сторон, там и местное самоуправление, и парламент, и исполнительные власти, суды, да. Вот с разных сторон это мнение народа по разным поводам постоянно замеряется. В итоге получается некий нормальный результирующий вектор. Или если не получается, то противоборствующие силы вынуждены садиться за стол и как-то сглаживать противоречия, находить некий компромисс для достижения общего пути к развитию. Да? Популисты пытаются все это стереть ластиком. Они говорят, фигня эти все ваши институты. И все, в общем, двигают в итоге к такой классической, как на Западе исследователи, политологи это все называют термином нелиберальная демократия, когда вроде у вас и выборы есть, и люди голосуют, и пресса какая-то свободная есть, да. Но на самом деле это все двигается к тому, что мы с вами очень хорошо знаем, это называется однопартийная система. Однопартийная система – это вот кирпичики, которым вымощена дорога в ад. Вы прекрасно, я думаю, это понимаете. Да? Потому что чем меньше у общества возможности добиться сменяемости власти, сменяемость власти – это главное, что стимулирует политиков и чиновников вообще работать в интересах людей. Когда у них нет страха, что их на выборах вынесут вперед ногами, они расслабляются. Они начинают реализовывать свою повестку, выгодную им, а не вам. И на вас они начинают плевать. Я думаю, дорогие мои россияне, вы очень хорошо видите, как это в России Путина происходит. Вот сейчас кризис, а Путину плевать на вас. Помощи он выделять вам отказался. Он продолжает сидеть в бункере и играть в свои геополитические игры. Да? Вот Качинские во многом, к сожалению, стали таким в этом плане Путиным лайт. Первое, что они начали делать, они начали брать под контроль польскую прессу. По сути дела, сейчас вот польские государственные СМИ – это просто вот рупор, однопартийный рупор партии «Право и справедливость» и постоянный источник шельмования любой оппозиции Качинским. Второе, что они, конечно, начали делать, это они начали демонтировать независимую судебную систему, и это ключевой один из прецедентов, когда, собственно, Евросоюз триггернул так называемую статью 7 Лиссабонского договора о Европейском Союзе, то есть это принятие европейских санкций против страны, которая нарушает европейские нормы. И вот Евросоюз очень серьезно вмешался в историю с попыткой Качинских подмять под себя польскую независимую судебную систему. Сейчас там до сих пор на эту тему продолжается конфликт. Ну, то есть такое движение в сторону построения однопартийной полуавторитарной системы, оно очень интенсивно и продолжается. И как бы до Качинских это не было. То есть Польша, там менялась власть, там было много разных там президентов, постоянно приходила к власти оппозиция, президентов, премьеров, да. Но надо сказать, что раньше никогда такого не было, вот за все эти посткоммунистические годы, чтобы кто-то из властьподержащих пытался демонтировать демократические институты. Вот Качинские начали это делать. Это как бы главная проблема номер один. И вот мы сейчас дошли до того, например, что вы можете увидеть на этом графике, наш любимый Freedom House, он уже очень серьезно даунгрейдил оценку польских демократических институтов с констатацией, что Польша уже полноценной демократией, к сожалению, не является. Ну и вот еще одна важная вещь, которую я хотел сказать в этой связи, что Качинский выполняет одну очень гадкую миссию на европейской авансцене. Он, по сути, стал главным протектором своего дружка, вот, венгерского, уже, по сути дела, полноправного диктатора Виктора Орбана, который вот эти все демократические институты во многом у себя демонтировал. До такой степени, что вот мы в европейской прессе читаем такие вот крупные авторитетные статьи, вот как это под названием «Hungary is lost». Венгрия потеряна. Это уже не демократия. Демократические институты там разобраны. Это вот авторитарная страна, скорее всего, по путинскому образцу. Да? Так вот, что делает Качинский? Дело в том, что для того, чтобы применить против Венгрии европейские санкции за все вот эти действия по демонтажу гражданских прав, свобод и институтов демократии, нужен консенсус всех остальных стран ЕС. Если хотя бы одна страна накладывает вето,
то с авторитарным режимом Орбана в Венгрии сделать ничего нельзя. И, конечно, друг Качинский своему другу Орбану помогает защититься от всех этих наездов со стороны Брюсселя, которые требуют вернуть в Венгрию демократию, а Качинский говорит нет. То есть вот здесь проявляется такая вот солидарность этой всей популистской мафии. Они сообща защищают свои диктатуры и свои авторитарные поползновения от попыток демократической Европы как-то вмешаться и предотвратить демонтаж там демократических институтов. Да? Вот эта связка Орбана и Качинского – это очень ядовитая штука внутри Евросоюза. Многие спрашивают, а почему ЕС не вмешается, почему он позволяет такие вот авторитарного плана действия у себя на территории крупных европейских стран. Евросоюз пытается вмешаться постоянно. Но они вот здесь подогревают эту ситуацию и защищают друг друга. Вот по такому принципу авторитарной мафиозной солидарности. Орбан за Качинского, Качинский за Орбана. И из-за этого это просто блокирует все усилия европейцев для того, чтобы защитить свободу и в Венгрии, и в Польше. Обнимашки с диктаторами. Кстати, вот еще один важный урок, который для России несут и Венгрия, и Польша. Вот у нас очень много в России сторонников такой какой-то одной простой идеи. Вот мы не хотим долго париться и постоянно заниматься демократией и построение серьезной, успешной, развитой демократической страны. Котятушки мои, это тяжелая ежедневная работа со стороны каждого. Если вы хотите добиться такого успеха, как добилась Польша, это значит, что у вас не получится каким-то одним волшебным золотым ключиком все это дело повернуть. Но вот у нас люди, они как бы, многие вот заморачиваться не хотят, тяжелую работу не хотят, они хотят, давайте что-то одно сделаем, чтобы у нас уже была вот демократия и все будет хорошо. Да? Вот мы видим на примере Польши и Венгрии, что не бывает все всегда хорошо. Обязательно вот заводятся такие тараканы в политике, которые пытаются захватить власть на популистских лозунгах и демократию демонтировать. Это будет всегда. Вот Венгрия и Польша в этом смысле для нас очень важные примеры. И здесь вот многие сторонники такого однократного простого решения, они всегда говорят, нам надо в России, там, я не знаю что там, провести люстрации, например. Да? Но, кстати говоря, вот здесь я хочу сказать, что и в Польше, и в Венгрии такие действия были. Как вы видите, они от реставрации авторитаризма не спасли. Но более важный момент. Нам говорят, нам нужна парламентская система. Если будет парламент, а не вот один президент, да, то парламент невозможно куда-то столкнуть к авторитаризму, там много разных партий, много разных сил. Вот, ребят, еще раз, многочисленные примеры в истории, да, но вот это вот parliamentary capture, захват парламента одной партии, которая потом начинает демократию демонтировать, ну, это было и в Германии в 1933 году, это как бы классика, да, но вот вам прям живой пример посткоммунистических стран, где вроде развитая парламентская система, там президент играет такую церемониальную в основном роль, а исполнительную власть формирует парламент по итогам выборов. Так вот, захват власти и сползание в авторитарный тренд при парламентской системе, вот это реальность. Это Венгрия, которая достигла этого уже, и это Польша Качинского, которая, очевидно, идет по этому пути. Поэтому вывод отсюда для России очень простой. Не нужно пытаться цепляться за какие-то однократные примитивные решения. Вот мы устроим парламентскую систему или проведем люстрации и пойдем курить бамбук, а все, ну дальше само будет хорошо. Не будет. Демократия, свобода, поддержание современного развитого демократического общества – это постоянная каждодневная работа, сложная борьба. И здесь главное не то, какая у вас система, президентская или парламентская. Мы еще об этом поговорим. Во многих странах демократических по-разному. И разные эти системы могут хорошо работать. Здесь важен сложный баланс большого числа разных демократических институтов. Вот пресловутое разделение властей, которое у нас тоже в Конституции записано, но Путин его фактически поломал. Да? И власть у нас теперь одна. Никакого разделения, никакого сложного баланса у нас нет. Вместо простых решений, вот завязывайте, котятушки, с поиском простых решений. Нынешнее общество сложно устроено. Развитое общество – это сложно устроенная штука. Здесь должно быть много разных фишечек и институтов, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. И вот Качинский в Польше эти институты по очереди пытается ломать. Европа пытается ему противостоять. Кстати, вот дружок Орбан точно так же накладывает вето на любые попытки Европы какие-то серьезные санкции против Качинских применить за демонтаж демократии в Польше. Ну, вот мы сейчас чуть-чуть поговорим о том, что произойдет дальше.
но все-таки мы опять возвращаемся к оптимизму и позитиву, потому что на самом деле все реально не так плохо. И, во-первых, я хочу сказать, что вот мы начали с того, что популисты в Польше далеко не такие гадкие, как в других странах, но давайте вот отдадим ситуации должное. Вот, несмотря на все эти штуки, на разжигание социальных противоречий в обществе, на вот этот антиевропейский уклон, на попытку демонтажа демократических институтов в Польше, вот первые моменты, которые я хочу сказать, ну, все-таки нельзя говорить о том, что партия Качинского это такая вот классическая прям авторитарная партия. Ну, это было бы неправдой, да. И, кстати, я хочу сказать, что вот я разговариваю с очень многими польскими политиками, ну, не скрываю, что я в основном, конечно же, я общаюсь с моими друзьями, которые представляют вот партию «Гражданская платформа», партию Туска, если грубо говорить, да. Очень многие из них говорят мне следующее, что, слушай, ты знаешь, вот мы не можем сказать, что все, что делает Качинский, это плохо. Очень многие вещи, которые делает партия Качинского, они реально в национальном интересе, и это трудно отрицать. Да? И, например, Качинский, вот, несмотря на всю свою критику в адрес Брюсселя, он не выступает таким противником евроинтеграции, там нет в повестке выхода из Евросоюза, он достаточно твердо привержен своим обязательствам в рамках их стратегического оборонного альянса НАТО, о котором мы, кстати, делали отдельную передачу, пересмотрите. Да? То есть поползновения плохие есть. Вот скорее Качинский это вот союзник всех этих автократов и популистов, но все сложнее. То есть нельзя сказать, что вот его партия это какая-то партия вредителей, диктаторов там, и так далее. Все сложнее. Это просто вот действительно такая хардкоровая, крайне правая, мейнстримовая партия, которая с гораздо более консервативными взглядами, чем, например, здоровые современные правоцентристы Туска. Да? Но, тем не менее, все-таки это вот не такие вот стопроцентные, как пели Prodigy, там, Firestarter. Да? То есть это политическая сила, которая, ну, такие вот, мы должны просто привыкнуть, что такие силы будут присутствовать в демократическом обществе. Ну вот, когда они получают власть, в общем, получается много нехорошего, и прежде всего это связано с деградацией демократических институтов в Польше, но нельзя сказать, что все, что они делают, это плохо, и в целом многие европейцы, с которыми я разговариваю, они говорят, слушай, ну Качинский это проблема, это головная боль, но как бы мы не видим, что они представляют какую-то вот экзистенциальную угрозу для будущего Евросоюза или будущего НАТО. Да? Ну, просто вот с ними есть проблемы, потому что они опираются на очень консервативные слои общества и двигают соответствующую повестку. Вторая хорошая новость, что мы видим, что польское общество сопротивляется вот этим попыткам очень активно. Мы видим, что реальный настрой серьезный в обществе на то, чтобы вот этим тенденциям противостоять, он есть. И это скорее неудачи вот такой конкретной статусной оппозиции, прежде всего в виде гражданской платформы, которая, ну давайте откровенно говорить, вот за 5 лет после прихода партии Качинского к власти, ну они не смогли предъявить какой-то внятной повестки, потому что действительно Качинские продлили экономическую политику, которая, в общем-то, делает Польшу достаточно экономически успешной страной. Продолжается рост экономики, его темпы даже ускорились после вот того, как преодолели этот кризис и после ухода правительства Туска. То есть вот первое, когда у вас с экономикой все хорошо, то и власть чувствует себя хорошо и чувствует себя переизбираемой. Да? Например, кстати говоря, такой интересный момент, это вот к нашей российской дискуссии очень важно, да, сколько было у нас драмы вокруг повышения пенсионного возраста. Так вот, партия Качинского, это было их ключевое предвыборное обещание, они были одной из стран, которая снизила пенсионный возраст, но как бы не так драматично, как у нас, да. То есть там была принята некая линейка поэтапного повышения пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и 65 для женщин. Они эту линейку отменили и вернули все к ситуации 65-60. Вот так, как сейчас после путинского повышения действует в России. Но надо сказать, что в Польше и продолжительность жизни, и здоровье населения лучше, и рынок труда другой, то есть там вы в 60 можете найти работу, да, но вот тем не менее они обещали пенсионный возраст снизить, и они его как бы снизили, да. Вот, но тем не менее, несмотря на это, поляки видят, конечно, все эти антидемократические тенденции, и запрос на перемены, он довольно большой. Вот сейчас на выборах возник реальный шанс, что, по крайней мере, пост президента Качинские могут потерять, и мы сейчас об этом поговорим, но я вот, завершая тему с правлением Качинских, хотел просто сказать свое личное отношение вот к ряду вопросов этой ультраконсервативной социальной повестки, которые Качинские педалируют.
Вот вы все можете заметить, что в какой стране не происходили бы такие вот события, да, которые появляются какие-то лидеры с авторитарными замашками, политики-популисты, которые хотят демонтировать институты демократии, там обязательно все это упирается в тему социального консерватизма, и появляется вот такой хорошо известный нам дракон о 3 головах. Это борьба с абортами, борьба с геями, и это насаждение религиозности в общественно-политической жизни. Вот здесь, ребята, я просто хотел высказать свою позицию, потому что при всем том, что, например, качинские в Польше, например, делают не все вещи плохо, а, наверное, делают что-то и хорошо, да, но я категорически не приемлю вот педалирование всей этой тематики в общественной политической жизни. Что касается абортов, слушайте, дорогие консервативно настроенные мужики, вы отстаньте уже от женщин. Все это дело 1000 раз научно обсуждено. Вас и ваше мнение, значит, начитавшихся там каких-то книжек тысячелетней давности, никто не спрашивает. Дайте женщинам возможность самим распоряжаться своим телом и решать свою судьбу в соответствии с передовыми знаниями современной науки. Просто мне лично непонятно, почему мы в 21 веке, когда Илон Маск готовит корабль для полета на Марс, мы, обсуждаем, можно делать аборт или нельзя. Хватит, ребят, просто хватит. Заканчиваем этот разговор, женщины сами разберутся. Это первая история. Вторая история связана с вот этой всей адской борьбой и крестовым походом против ЛГБТ. Я категорический противник того, чтобы тему ЛГБТ поднимать в политическом поле именно для того, чтобы спекулировать на настроениях консервативно настроенных людей. Вы видите, как это делает Путин сегодня. Вот как он протаскивает свое обнуление сроков Конституции, выпуская вот эти грязные ролики, значит, про однополых маму и папу. Да? Ребят, это каждый раз, когда это появляется в политической повестке, это значит, что есть какой-то гад, который хочет узурпировать власть и педалирует эту тему ЛГБТ исключительно из-за того, чтобы разжечь ненависть среди консервативно настроенной части общества. Я категорический противник того, чтобы эту тему именно таким образом выносить в авангард политической дискуссии просто в узких таких своих корыстных целях. Кстати, партия Качинского сейчас активно это делает. И идет последние недели президентской кампании. Кандидат в президенты Анджей Дуда, у которого появились все шансы эти выборы проиграть, что он начинает делать? Он едет в какое-то консервативное село и начинает выступать с какими-то пламенными речами и идеями против ЛГБТ, что там запретить учиться в школах, или даже, я не знаю, я не хочу, но это постоянный элемент риторики партии Качинского. Да? Еще раз, эти вещи, люди, которые хотят жить однополыми семьями и так далее, да, иметь такие отношения, они имеют полное право это делать. Прекратите вопрос браков, можно сколько угодно обсуждать в политической повестке, но прекратите использовать это как тему, которая разжигает в обществе социальную рознь. Ну и религия. Это все связанные вещи, потому что из консервативных религиозных представлений как раз такие вещи и следуют. Борьба с абортами, борьба с геями и так далее. Да? Ребят, еще раз, мы в 21 веке живем. Я уважаю 100% все ваши религиозные чувства. Я сам абсолютно нормально отношусь к религиозным людям без какого-то этого ерничества и так далее. Да? Веруйте в какого угодно Господа, который вам больше нравится. Да? Но прекратите навязывать эти свои верования окружающим. Хватит тащить религию в политическую повестку. Ваша вера – это ваше личное дело. Практикуйте ее дома. И не нужно еще раз ее сегодня использовать как повод для разжигания новых крестовых походов и новых религиозных войн уже в 21 веке. Это ровно то, чем партия Качинского занимается. И мне вообще очень неприятно, что в моей любимой стране Польше, которую я обожаю, в чем я уже в начале передачи признался, да, мне очень неприятно, что там есть такие влиятельные политические силы, которые педалируют эту адскую средневековую повестку. Помимо демонтажа демократических институтов и борьбы с объединенной демократической Европой, эта штука, конечно, в партии Качинского страшно раздражает. И мне кажется, что любое нормальное современное общество таким средневековым поползновением должно давать серьезный ответ.
Ну и вот, собственно говоря, о выборах 28 июня. Может ли здесь сложиться шанс для перемен в Польше? Так получается, что да. Хотя вот в предыдущие месяцы этого не казалось, потому что основная вот эта оппозиционная коалиция, которая сложилась вокруг гражданской платформы, но она традиционно вот этой серии своих невнятных, нехаризматичных политиков, она выдвинула очень такую неудачную лидера и кандидата в президенты, которые практически вот к маю, когда должны были, то есть эти выборы должны были состояться 10 мая, их перенесли из-за коронавируса, да, эта кандидатка, она растеряла вообще свою поддержку до каких-то там единиц, чуть ли не 4% у нее был рейтинг, и ставленник Качинского Анджей Дуда, он довольно уверенно выигрывал. Но после этого гражданская коалиция, она решила этого кандидата поменять, то есть сама предыдущая кандидатка, я прошу прощения, не буду называть ее по имени и фамилии, потому что оно сложно выговариваемое, и я боюсь в эфире ошибиться, но дело в том, что там что произошло, что Качинские, чувствуя свою возможную быструю победу, вот, несмотря на жесткий локдаун и коронавирус, они хотели провести голосование на выборах 10 мая исключительно по почте. Но инфраструктура была к этому не готова, и были очень широкие возможности, в том числе для фальсификаций. Там как бы все взбунтовались. Например, вот 9 бывших президентов и премьеров сказали в конце апреля, подписали такое письмо, что они объявляют выбором бойкот, если Качинские будут пытаться протолкнуть голосование исключительно по почте. Поэтому Качинские пошли на попятный. Они согласились перенести выборы и все-таки провести их очно, когда карантинные ограничения будут сняты. Вот сейчас они назначены на 28 июня. И у оппозиционной коалиции появился очень сильный кандидат, который раньше не участвовал в гонке, но вот сейчас объявил о своей кандидатуре. Это мэр Варшавы Рафальд Трzaskowski. Исключительно перспективный и очень классный молодой политик, которого я, кстати, в прошлом году, я 3 раза был в Польше, и все 3 раза его видел. Вот сначала на встрече руководства Европейской народной партии в марте, потом в октябре на Международном форуме по безопасности Варшавском и на форуме Бориса Немцова. Он везде там был. Я даже вот выкладывал сторис с Рафалем, как он там произносит всякие приветственные речи на всяких неформальных ужинах и так далее. Да. Он действительно очень современный, молодой, классный, харизматичный и перспективный политик. Он выиграл в один тур, получив более 50% голосов, выборы мэра Варшавы в 2018 году. И вот, собственно, уже после этого начали говорить о нем как о перспективном кандидате на какую-то национальную политическую сцену. В прошлом году он сказал, что будет продолжать вот свою работу в Варшаве и выдвигаться на президентских выборах не будет. Но сейчас вот возникла такая кризисная ситуация, когда вроде шанс есть, но у оппозиции все развалилось, должен прийти какой-то вот спаситель ситуации, который придет и порядок наведет. Да? И вот Рафаль Трzaskowski объявил, что он входит в эту кампанию. Он довольно быстро набрал необходимые подписи, которые нужны были для регистрации. И вот вы видите, кстати, на фотке, это бывший премьер и глава Евросовета Дональд Туск подписывается за выдвижение Рафаля в Брюсселе. О чем он в Инстаграме у себя написал, я его фолловлю, кстати говоря. Собственно, сейчас ситуация какая? Ну, практически 50 на 50. Почти гарантированно, что будет второй тур, и туда выйдут действующий президент Анджей Дуда, который, еще раз, вот я могу о нем сказать только как о марионетке Качинского. Вряд ли вот он несет какую-то большую самостоятельную политическую нагрузку, да. И, скорее всего, выйдет Рафаль, мэр Варшавы, который вот неожиданно в эту гонку ворвался, да. Во втором туре, как вот мы показываем вам как бы самые свежие опросы на эту тему, ну вот ситуация такая, 50 на 50. То есть видите, что это все в пределах какой-то статистической погрешности, как бы непонятно, что будет. Что будет, если Трzaskowski все-таки Дуду победит? Это очень важная история. Во-первых, все-таки, конечно, пост президента в Польше во многом церемониальный. В основном вся власть сосредоточена у правительства, но здесь есть 2 важнейших момента, что такая победа, конечно же, вдохнет новую энергию в оппозицию, и они могут совсем по-другому выступить, не как вот прошлые вялые, нехаризматичные лидеры, а с новой энергетикой, с новым зарядом на октябрьских парламентских выборах, где может получиться уже совсем другой расклад, и Качинские могут реально потерять власть. Для этого вот сейчас есть такой серьезный большой шанс. Это первое. И второе, что если у Качинских не будет своего президента, то это значит, что они не смогут продвигать вот всякое свое разное гнилое законодательство.
о контроле над прессой, о демонтаже независимых судей и подчинении их исполнительной власти, ну и всякие свои вот эти гадкие консервативные социальные фишки, там про аборт и религию и так далее. Да? То есть они уже потеряли большинство в Верхней палате польского парламента, в Сенате. И сейчас, если у них не будет ни Сената, ни поста президента, это значит, что, несмотря на большинство в Нижней палате парламента, они проводить свое законодательство не смогут. Скорее всего, это реально будет для них началом конца. То есть они либо вынуждены будут очень резко смягчать свои позиции и идти на компромиссы, переговоры с другими политическими силами, что всегда хорошо, да? Либо вот это все приведет, если это приведет к такому жесткому дедлоку, то это значит, что, скорее всего, они просто проиграют выборы и в Польше сменится власть. Очень этого бы хотелось, потому что вот эта страна, которая в свое время совершила невозможное, помогла нам всем освободиться от коммунистической диктатуры и потом показала 30 лет уверенного пути прогресса и пример, в общем, всем нам, пример трансформации, которую стоит во многом подражать, в том числе и России. Вот на этой прекрасной стране появилось такое вот черное нехорошее пятно популизма и скатывания в авторитарные тенденции. Я в завершение хочу сказать, что, конечно, польское общество показало себя с исключительно сильной стороны в этой ситуации. То есть оно не дало вот этим авторитарным поползновениям приобрести все-таки какого-то катастрофического масштаба. Борется за свое освобождение от вот этой власти популистов. Вот сейчас для этого появился реальный шанс. Но здесь какой очень важный урок для всех нас в России. Да? Что, ребят, ничего нельзя воспринимать как данность. Что вы сходили на один какой-то митинг, как говорит Егор Жуков, значит, в его знаменитом эфире с Навальным на «Эхе Москвы», вот провели митинг, получили результат, и можно идти курить бамбук. Нет, ребят, так это не работает. Развитая современная демократия Польша столкнулась вот примерно с такими же проблемами, как сегодня мы имеем в России. Да? То есть появились лидеры, которые захотели очень серьезно ужать поле для демократии, для баланса властей и, в общем, как можно больше решений себе вывести в какую-то закрытую внутрипартийную кухню. Ну, мы знаем, как в России это бывает. Это в Польше не приобрело таких масштабов, конечно, как у нас. И это свидетельствует о развитости и продвинутости польской демократии и польского общества. И это, конечно, очень круто, то, как Польша вот эти авторитарные тренды перемалывает. Это говорит об их силе, о том, что они за эти годы стали реально взрослыми и могут вот с такими детскими болезнями антиглобализации успешно, я надеюсь, бороться. Вот президентские выборы покажут, да? Но для нас в России очень важно за этим наблюдать. Нет какой-то панацеи, вы провели какие-то одни выборы, провели какую-то одну люстрацию, совершили какое-то одно действие, и дальше вы спокойно живете, и все у вас хорошо. Нет. Пример Польши говорит нам, что за свободу, за развитые демократические институты надо ежедневно бороться и быть на алерте все время. Вот такие вот людишки, они будут обязательно появляться даже в развитых демократических странах. И будут эксплуатировать вот эти консервативные социальные инстинкты, примешивать сюда религию там, и так далее для одного, для того, чтобы захватить власть и, в общем, ее больше не отдавать. Кстати говоря, вот я говорил о главном оппозиционном кандидате Рафале Трzaskowskim. Еще один важный момент, что вот, аналитики, политологи говорят, что ему, конечно, будет сложно сейчас в польской глубинке, потому что она жутко консервативная, а он весь такой представитель продвинутой современной молодежи, которые правят в либеральной Варшаве, то есть это как бы полная противоположность. И он, кстати говоря, абсолютный противник вот этой всей консервативной повестки Качинских и, например, сторонник прав ЛГБТ и так далее. Ему, конечно, с этими польскими крестьянами будет сейчас сложновато работать, но, как я уже говорил, ситуация, даже несмотря на это, 50 на 50, и это показывает, что Польша и польское общество, в принципе, сделало определенные выводы. Что, может быть, и с экономикой все было неплохо, но авторитарные тенденции мы не приемлем. И что с Евросоюзом, конечно, могут быть какие-то разногласия, но вот эта вот антиевропейская повестка Качинских, видно, что на самом деле поддержка оппозиционного кандидата Рафаля Трzaskowskiego сегодня вот на таком уровне, она свидетельствует о том, что значительная часть польского общества не приемлет вот этой антиевропейской повестки. Кстати, интересно, я вот хотел вам еще раз показать карту европейской помощи и очень смешную вслед за ней вот карту разделения политических предпочтений по польским регионам. Там как бы чем восточнее, тем больше за Качинских. В чем юмор ситуации? Юмор ситуации в том, что
как раз вот эти вот регионы, которые недовольны Брюсселем и поддерживают антиевропейскую повестку Качинского, они же являются, по иронии, крупнейшими реципиентами европейской помощи. Вот так вот бывает. Это еще раз нас возвращает к тому, что вот эти все мифы о Евросоюзе надо, конечно, развеять. Евросоюз просто очень плохо себя продает в пиаровском поле, но он очень много хорошего для людей делает, в том числе и для поляков. Я рад, что поляки, в общем-то, осознают то, что вот эти последние 5 лет были омрачены многим. Я рад, что многие хотят перемен. А это очень интересный драматический сюжет. Очень интересно смотреть, как развитая демократия, в общем, борется за свое выживание. Скорее всего, там, конечно, будет второй тур. Будем следить внимательно за выборами 28 июня. И очень важные выводы для России. Ребят, не существует простой панацеи от авторитарных тенденций, от популизма. Мы можем получить это даже в самой развитой демократической стране. С этим надо бороться каждый день, бороться сложными методами поддержания вот этого сложного баланса разделения властей. Не нужно искать какой-то один рычажок. Ну и на самом деле, вот по примеру, например, той же Венгрии, о которой мы еще отдельно поговорим, мы видим, что сваливание в авторитаризм – это всегда плохо. К сожалению, вот эта дорожка, на которую Польша при Качинском очевидно вступила. Я надеюсь, что на ближайших президентских, а за ними и парламентских выборах этот тренд развернется. Будем внимательно за этим следить, будем из этого делать уроки для России. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. И спасибо всем, кто донатит нам на продакшн. Как это сделать, вы можете увидеть в описании. Производство всех этих видео, к сожалению, не бесплатная штука. Смотрите, будет интересно, и через несколько дней мы снова вернемся к вам. Обнимашки с диктаторами.